Сегодня на тест-драйве абсолютно новый Audi Q7. Следующее поколение. Автомобиль представлен в новом цвете Agave Green. Мы подробно изучим экстерьер, интерьер и, конечно, оценим изменения в динамике. А также то, насколько хорош кроссовер на фоне конкурентов BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. При этом Q7 традиционно чуть крупнее, так что он всегда стоял немного между сегментами. Все ключевые подробности с Томасом на канале Авточувство, в 4К на полный экран и без купюр. Поехали! Еще один новый оттенок Alopias Blue, который мы показывали в прошлый раз в студии. Вот две новые эмали. Кроме того, этот автомобиль оснащен дизайн-пакетом Black, так что элементы радиаторной решетки здесь затемнены. Эта версия с Line и кольца Audi тут тоже темные. Правда, издалека марку машины теперь не разобрать, потому что кольца сливаются с кузовом. Лично я бы предпочел классическое светлое исполнение, но тут все исключительно на ваш вкус. Также автомобиль стал на 4 см шире, чем прежде, благодаря чему он выглядит очень приземисто и солидно. Радиаторная решетка теперь заметнее и расположена еще более вертикально. Длина составляет 5 метров и 6 сантиметров. Это практически столько же, сколько и до обновления. Колесные диски доступны в диаметре от 20 до 23 дюймов. И вот эти, они действительно огромные, 23 дюйма. Вы только посмотрите на них. Да, они мне почти по пояс. Действительно. Да, но как это сказывается на плавности хода? Что касается комфорта, то в базовой комплектации идет пружинная подвеска, а в качестве опции предлагается адаптивная пневмоподвеска в двух исполнениях. Сегодня мы тестируем версию S-Line с адаптивной пневмоподвеской, то есть со спортивными настройками. И здесь комфортный режим спортивной пневмоподвески примерно соответствует стандартному режиму обычной пневматики. Но где-то в этих пределах. Чуть позже мы разберем это подробнее на практике. Сзади совершенно новый стиль. И если вы заказываете максимальный пакет светодиодного освещения, то спереди вы получаете матричные фары Digital Matrix. А здесь сзади вот эти OLED фонари. То есть самые передовые световые технологии на сегодняшний день. Правда, производитель превратил это в бесконечную череду платных опций, чтобы в итоге собрать именно такую спецификацию. Вы, возможно, уже видели в нашем студийном обзоре новую световую проекцию для указателей поворота как спереди, так и сзади. Выглядит действительно эффектно. На самом деле отличная идея, которая к тому же повышает безопасность. Но разве что в очень яркий солнечный день эти проекции будут не так заметны, если честно. Еще одна интересная технология, которой оснащен этот конкретный автомобиль – полноуправляемое шасси. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов в сторону противоположную передним. Чуть позже мы проверим, как это влияет на радиус разворота и общую маневренность. Наша машина собрана, что называется, на максималках. Это означает, что здесь, к примеру, есть автодоводчики дверей. Брать их вовсе не обязательно, но такая опция доступна. Теперь давайте поговорим о двигателях. Да, кстати, я могу закрыть их обратно, например, нажатием кнопки. Итак, здесь линейка полностью построена вокруг 3-литровых 6-цилиндровых моторов. Для европейского рынка по-прежнему крайне важно наличие 3-литрового дизеля V6. Он предлагается в версиях на 245 или, как в нашем случае, на 300 лошадиных сил. Здесь именно 300-сильный вариант. Разгон от 0 до 100 км в час занимает от 6 до 6,2 секунды. Точное время зависит от того, 5 или 7-местная у вас конфигурация. 7-местная версия немного тяжелее, поэтому она уступает в динамике. Что касается бензиновой линейки, то здесь доступен 3-литровый 6-цилиндровый мотор. Для европейского и североамериканского рынков, хотя на рынке Северной Америки это 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который выдает больше лошадиных сил. Кроме того, в Северной Америке вы также можете приобрести модификацию SQ7 с 4-литровым V8. Существует и подключаемый гибрид, построенный на базе 3-литрового V6. Все точные технические характеристики двигателей вы, как обычно, найдете в нашем закрепленном комментарии и в описании к видео. Важный нюанс касаемо системы полного привода. Здесь, к слову, стоят отличные гидроопоры капота с хорошим демпфированием. Так вот, за полный привод тут отвечает классическая система Quattro с межосевым дифференциалом торса. В стандартных условиях тяга распределяется в пропорции 40/60 в пользу задней оси, а затем электроника ее немного перераспределяет. И это очень интересный момент. Раньше модели A6 и Q7 делили общие технологии, теперь же A6 технически сблизилась с семейством A5, в то время как Q7 вместе с абсолютно новым Q9, его старшим братом, образуют отдельную линейку, где сохраняется классический постоянный полный привод Quattro. Он, к примеру, отлично подходит для буксировки. Максимальная масса прицепа составляет 3,5 тонны. При высокой нагрузке на заднюю ось такая схема более оправдана. И это актуально для абсолютно всех двигателей. То есть никакой системы Quattro Ultra здесь нет и в помине, ни в Q7, ни в Q9. И это тоже крайне любопытный факт. Представьте ситуацию. Вы выходите из дома со всей семьей, и все хотят сесть в машину одновременно. В таком случае вы можете просто нажать и немного удержать кнопку на ключе-брелоке, и тогда откроются сразу все двери.
Обратите внимание на разницу. Из-за срабатывания датчика вот эта дверь открылась не полностью, так как я стоял прямо перед ней. Остальные же двери распахнулись одновременно. Не на самый максимальный угол, но их можно легко распахнуть пошире, вручную. Если продолжить удерживать кнопку, то также опустятся и стекла. Точно так же можно снова закрыть все двери, если удерживать эту кнопку на ключе, находясь рядом. Верхняя часть дверной карты – это не жесткий пластик, но и мягкой подложки под ним особо не чувствуется. Здесь отделку можно было бы сделать и помягче. Чуть ниже один из динамиков опциональной аудиосистемы Bang & Olufsen. Звучание классное. Вот эта линия для контурной подсветки салона. Пластик тут слегка перфорированный. В зоне локтя материал чуть мягче, но все равно не идеален. Хотелось бы больше податливости. Зато мне очень нравятся классические клавиши управления стеклоподъемниками. И за этот блок регулировки боковых зеркал отдельное спасибо. Они вернулись к стандартным физическим кнопкам. Раньше здесь стояла черная сенсорная панель, а теперь они перешли на решение, которое знакомо каждому. И ими управлять намного проще, да и в целом оно удобнее. Перед нами рулевое колесо в исполнении S-Line, с перфорацией по бокам и фирменным шильдиком S-Line. Когда все дисплеи выключены, передняя панель превращается по сути в единую черную глянцевую плоскость. Скоро мы покажем вам, как все это выглядит вживую, когда экраны оживут. А вот это еще одно новшество. Подрулевые переключатели здесь точно такие же, как на абсолютно новом Audi Q3. На мой взгляд, этот рычаг коротковат. Привыкнуть к нему, конечно, можно, но когда переключатель указатели поворота немного длиннее, тянуться к нему гораздо удобнее. Точно такой же монолитный рычаг управления стеклоочистителями. Такое решение продиктовано скорее дизайном. Селектор коробки передач, и не забудем про внутреннюю обшивку дверных карманов. Здесь везде жесткий пластик. Мне бы хотелось видеть тут отделку из ткани или фетра. Теперь перейдем к сиденьям. Это спортивные кресла Sport Seat Plus. В них есть встроенная подсветка, динамики в подголовниках и функция массажа. Подголовник здесь интегрированный, его можно слегка отрегулировать по высоте, но не более того. Обычные спортивные сиденья выглядят точно так же, но лишены части этого функционала. Также доступны стандартные базовые кресла с раздельными подголовниками и чуть более свободной формой. Варианты Sport и Sport Plus обладают более выраженной боковой поддержкой, то есть они плотнее фиксируют тело. Но в любом случае эргономика посадки отличная благодаря самой архитектуре платформы, обеспечивающей правильное вертикальное положение водителя. Кроме того, отличительная черта этой платформы и родственных ей моделей – абсолютно ровный пол при входе. Вам не приходится как бы спускаться вниз, вглубь салона. Уровень пола совпадает с уровнем дверного порога. И это, безусловно, очень крутая фишка. Запас пространства над головой при моем росте 1,89 м отличный. Здесь остается еще приличное место, никаких проблем. И это панорамная крыша. Вы по-прежнему можете заказать обычную сплошную крышу, но самое классное, что эту панораму все еще можно физически сдвинуть и открыть. Знаете, в последнее время это становится все больше и больше редкостью. И как видите, проем здесь получается просто огромным. Теперь давайте взглянем на переднюю панель. Тут много интересного. Во-первых, перед нами цифровая комбинация приборов, основной экран мультимедийной системы, а также отдельный дисплей для переднего пассажира. И вот поводом для критики со стороны как потенциальных, так и существующих клиентов компании является обилие широких черных рамок вокруг экрана. У Mercedes сейчас тоже есть подобная проблема на некоторых моделях. Кроме того, за что лично я критикую эту систему, так это за серую и блеклую цветовую гамму интерфейса как на главном мультимедийном экране, так и на пассажирском дисплее. Хотя вообще-то здесь доступны довольно классные темы оформления. Например, зайдем в каталог, тут можно переключаться между ними. Вот посмотрите, очень любопытно. Тему Нью-Йорк, нажимаем предпросмотр, можете оценить, как это выглядит. Теперь на заднем плане видны небоскребы. Переходим в главное меню, и эти небоскребы отображаются прямо на фоне. А вот картинка меняется на вид центрального парка сверху. Довольно круто, правда? При этом сам контрастный, немного сероватый стиль интерфейса сохраняется, но меняется фоновое изображение. Или вот еще варианты. Однако, если вы захотите установить что-то подобное на постоянной основе, учтите, сейчас это лишь предпросмотр. Вам придется покупать эти темы через свой аккаунт Audi в официальном приложении. И это как раз то, что они должны были включить в базовую стоимость. Заставлять клиентов доплачивать за темы оформления просто неприемлемо, верно? В остальном, управление вентиляцией и подогревом сидений находится вот здесь, в нижней части. На этом же экране настраивается и климат-контроль. На мой взгляд, наличие вот этого уступа прямо перед дисплеем все еще не лучшее решение. По задумке инженеров, вы должны опираться на него рукой и переключать настройки, но нажимать на экран в таком положении не очень-то удобно. По крайней мере, судя по тому, как приходится выгибать кисть. А вот тут, как видите, расположен селектор коробки передач, режимы Drive, Reverse и кнопка Park. Точно такой же качественный пластик, как и на подрулевых рычажках, о которых мы говорили. И это еще один элемент, который они вернули к нормальному виду. Ведь до этого здесь был сплошной сенсорный бред. Вот эта панель ниже все еще сенсорная. Тут есть хоть
какая-то тактильная отдача, но скажем прямо далеко не самая лучшая. Скажем так. Подогрев руля, а здесь на спицах снова появились нормальные барабанчики и прокрутки. Да, возможно, они выглядят не супер премиально, но я искренне рад возвращению этих физических колесиков. Они хотя бы издают приятный щелчок при прокрутке. Справа находится регулировка громкости, а с помощью левого колесика можно листать меню бортового компьютера на приборной панели. Также здесь можно менять отображение самих приборов, например, вывести карту встроенной навигационной системы на весь экран. И вот что еще очень радует. Тут снова есть полноценная шкала тахометра, которая отображается везде даже в стандартных режимах движения. Представьте, даже в новой RS5 такого нет. Там тахометр появляется только в спорт-режиме, а здесь классический вид доступен постоянно. Ну и конечно для заказа доступен проекционный дисплей. Пока мы стоим в тени, можно рассмотреть контурную подсветку на дверных картах. Вот она подсвечивает эту перфорированную зону. А на креслах Sport Seat Plus загорается вот этот аккуратный маленький логотип. Чуть позже разберем центральную консоль и коротко о материалах отделки сидений. В базовых и обычных спортивных креслах центральная часть выполнена из натуральной кожи, а боковины из искусственной. В Audi объясняют это тем, что внешние валики испытывают наибольшую нагрузку, когда вы садитесь в машину и выходите из нее, поэтому эко-кожа здесь долговечней. Но если вы выбираете топовое кресло Sport Plus, то внешняя поддержка почему-то тоже будет из натуральной кожи. В то же время Mercedes и BMW уже вовсю предлагают полностью веганские салоны без использования материалов животного происхождения и очень успешны в этом. С технологической точки зрения в этом давно нет никакой магии. Но Audi такую альтернативу пока не предлагает. Почему это важно лично для меня? Для меня животные – это друзья и члены семьи, а не сырье для производства. Вот почему я считаю, что автопроизводители должны предлагать более достойную альтернативу. Знаете, всегда находится этот аргумент противников кожзама. Мол, как только вы используете эко-кожу, в машине становится больше пластика и все в таком духе. Послушайте, это кресло в любом случае имеет пластиковое покрытие. Так делают, чтобы сиденья были долговечнее. И если вы действительно хотите сократить количество пластика в автомобиле, а в этой машине его в общей сложности больше полутонны, то начните с обшивки дверей и вообще со всей внутренней отделки салона, а также с облицовки багажника. Недавно мы совместно с инженерами Volkswagen полностью разобрали автомобиль и смогли воочию увидеть все скрытые детали. Так что в машине полно мест, где можно гораздо эффективнее сэкономить на пластике, если действительно задаться такой целью. Центральная консоль здесь весьма интересная. Прямо тут расположены два разъема USB-C, рядом находится беспроводное зарядное устройство с поддержкой технологии MagSafe. Вот, пожалуйста, благодаря этому телефоны фиксируются намертво. Кроме того, вокруг удерживающего кольца предусмотрена небольшая вентиляция. Подложка выполнена из микрофибры. Качество сборки действительно радует. Да, глянцевый черный пластик здесь, пожалуй, лишний, но по крайней мере тут осталась физическая кнопка выбора режимов движения Drive Select и аналоговый механический ролик регулировки громкости. Что касается отделки самой консоли, то доступны разные варианты. В данном случае это алюминий или декор под алюминий. Но можно выбрать и красивое матовое дерево, которое лично я бы предпочел. Впрочем, оба варианта хороши. Подстаканники с 4 фиксаторами тоже сделаны качественно. За это отдельный плюс. Теперь о центральном подлокотнике. С точки зрения эргономики все в порядке. Но мягкости материалу явно не хватает. Хотя в целом сойдет. Подлокотник нельзя сдвинуть вперед или назад, он регулируется только по углу наклона. Да, кстати, вот так выглядит ключ-брелок, вполне приличный. Под подлокотником есть еще немного места и розетка на 12 вольт. А порты USB-C, как я уже сказал, вынесены вперед. Теперь перейдем к заднему ряду. Тут установлены дополнительные динамики аудиосистемы Bang & Olufsen. Звучит она, к слову, просто великолепно. Также здесь есть электрические солнцезащитные шторки. Очень крутая фишка. Давайте посмотрим, какую площадь окна они перекрывают в поднятом состоянии. Закрывают почти целиком, отличный результат. И здесь тоже работает функция автоматических дверей. Да, опять же, если вы выбрали эту опцию. До свидания. Что ж, теперь мне придется подождать, пока она закроется, а затем... Привет. Вот как-то так это работает. Далее у нас идут электрические регулировки заднего дивана. Сиденья разделены в пропорции 2/3 к 1/3. Таким способом вы можете настраивать полезный объем и длину багажника. Потому что, как вы сами видите, разница здесь получается... Оп. Ничего себе, весьма внушительно. Посмотрите, какой зазор. Ого. Просто поразительно, насколько далеко можно сдвинуть кресло вперед. Кроме того, можно менять наклон спинки, сделать его более пологим для отдыха или поставить вертикальнее, в зависимости от того, как вам удобнее сидеть и сколько места нужно в багажнике. Вот посмотрите, какая разница в наклоне спинок. В общем, диапазон регулировок здесь отличный. Чуть позже разберем, как пробраться на третий ряд сидений. Интересно, что сами подушки крайних кресел здесь довольно узкие.
даже необычно узкие. Посадка тут комфортная. Вы сидите с правильной прямой спиной, но вот запаса по ширине маловато, потому что инженеры явно пытались выделить больше места для центрального пассажира. Что касается пространства для ног, здесь остается приличный запас, даже если впереди сидит высокий водитель. На спинках передних кресел есть разъемы USB-C, а снизу расположен блок климат-контроля для задних пассажиров. Также можно заказать подогрев задних сидений и другие опции. И обратите внимание, центральное посадочное место здесь такое широкое, какое вряд ли встретишь в других европейских автомобилях. По сути, это полноценное или почти полноценное кресло. Разве что сама спинка по центру чуть жестче. Но с запасом над головой, само собой, никаких проблем. И раз уж мы заговорили про пространство над головой, давайте посмотрим на крышу. Как я уже говорил, эту панораму можно физически открыть, и это опять же опция. Здесь используется электронная шторка. И вот сейчас вы увидите разницу. А термальный фильтр работает всегда. Технология PDLC на это не влияет. Но вы можете заметить, как меняется количество бликов. Вот, например, посмотрите на сиденье. Сейчас шторка выключена. А когда я ее активирую, отчетливо видно, как исчезают солнечные блики. Так что функция электронного затемнения действительно полезна. В салоне становится гораздо меньше слепящего света. Но внутри все равно будет жарко, несмотря на встроенный теплофильтр. Иногда такие фильтры работают лучше. Иногда просто нормально. Совсем плохих у премиум брендов обычно не бывает. Но в машине с панорамой в любом случае будет жарче, чем если бы вы выбрали обычную глухую крышу. К слову, для абсолютно нового Audi Q7 стандартная сплошная крыша по-прежнему доступна. Теперь интересно проверить, как обстоят дела с третьим рядом сидений. Смотрите, здесь у нас есть кнопка, при нажатии на которую секция в 2/3 сдвигается вперед. И пока она это делает, я также немного подвину вперед свое водительское кресло. Затем я смог проверить, помещусь ли я туда, будучи высоким взрослым. Да, вот в таком положении я все еще могу здесь сидеть. Итак, третий ряд. Сейчас я обойду машину, чтобы вам было видно. Это всегда забавно. Что ж, проход сюда довольно удобный. Поехали. Ну да, для высоких взрослых это не особо подходит. Скорее, это вариант для того, чтобы подбросить детей до футбольного матча. К слову, на третьем ряду есть крепление Isofix. Отлично, что они об этом подумали. Так что вы можете устанавливать здесь детские кресла. Ну или сажать детей, которые, так сказать, еще не слишком выросли. А если вам нужно больше места на галерке, то тогда стоит дождаться старшего брата Audi Q9. При этом здесь есть даже такие элементы роскоши, как разъемы USB-C и подогрев сидений. Причем именно для третьего ряда. Теперь перейдем к багажнику, который здесь весьма хорош благодаря электроприводу складывания кресел. Объем составляет либо 580, либо 720 литров для 7-местной версии. Все зависит от того, сдвинут ли второй ряд вперед или назад. Давайте заглянем внутрь. Даже когда третий ряд разложен, помещается за ним. Это работает. А в подполье можно спрятать саму багажную шторку. Очень грамотная задумка. Я ее уже демонтировал. Чтобы уложить ее вниз, вам нужно снять левую и правую торцевые части. Ну а теперь можно поднять сиденье кнопкой. И посмотрите на подголовники, все происходит автоматически. И самое интересное здесь, у меня есть одна общая кнопка, чтобы сложить все это обратно. Одна кнопка, чтобы править всеми. Процесс занимает некоторое время. Но поверьте, это того стоит. Вы только посмотрите. Да, сейчас было близко. Итак, эта часть опускается. Это действительно происходит не быстро. Так что нужно набраться терпения. Любопытно и то, что сначала начинает складываться одиночная секция, а уже затем за ней следуют остальные 2/3 сиденья. Не уверен, есть ли для этого какая-то техническая причина. Передние кресла, кстати, автоматически немного сдвинулись вперед. А теперь смотрите, когда задние спинки полностью легли, передние сиденья снова слегка возвращаются назад, ближе к нам. И в итоге мы получаем ровную площадку. Это на самом деле очень крутая инженерная проработка. Что касается ширины, в самой узкой части между арками у нас ровно метр, но чуть выше проем расширяется. Здесь уже 1,20 м, на самом деле весьма недурно. Высота составляет чуть меньше 80 см, тоже отличный показатель. Стандартная длина багажника до спинок второго ряда почти 1,10 м. При этом, когда сиденья подняты, вы можете сдвинуть этот диван еще немного вперед. Такая возможность тоже есть. Ну а в режиме максимальной погрузки мы получаем по всей длине рулетки ровно 2 метра. Так что да, это очень круто. И здорово, что вам достаточно нажать всего одну кнопку. Разумеется, кресло можно складывать и по отдельности. Но одним нажатием вы можете поднять все обратно. То, как дирижирует этот процесс электроника, всегда выглядит эффектно. И лично для меня это мега полезная функция.
Постоянные подписчики знают, сколько сил отнимает съемка трансформации салона и багажника, учитывая наши разные языковые каналы, а также горизонтальные и вертикальные форматы для шортс. Когда для съемок приходится проделывать это по 4-5 раз подряд, это утомляет. Так что сегодня, благодаря Q7, багажный отсек меня максимально расслабляет. Большое ему за это спасибо. Включаем спорт режим. Это был разгон от 0 до 80 км в час на 3-литровом дизеле мощностью 300 лошадиных сил. И это было весьма недурно. Конечно, у него всегда огромный запас крутящего момента, так что в нехватке динамики его не упрекнешь. Разумеется, первые полсекунды на старте электроника и турбина чуть подтупливают, если сравнивать с бензиновым мотором. Но затем, особенно когда вы уже набрали ход на автобане, как говорят у нас в Германии, в разговорном переводе это означает что-то вроде «А он нехило так прет, а?» Да, именно так, о да. Возвращаясь к этим подрулевым переключателям, которые мы уже видели в Q3, скажу так, к ним немного привыкаешь. Но они все равно ощущаются какими-то странными и грубоватыми. Включать поворотник определенно удобнее, когда рычаг сильнее выступает из рулевой колонки. Так что здесь дизайн явно пошел в ущерб функциональности. Да, в этом-то вся и штука. Режимы движения. Хорошо, что в нижней части панели осталась хотя бы эта физическая кнопка, так что я могу просто пролистывать их здесь. И начнем мы в режиме комфорт. Как вы помните, здесь установлена адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками S-Line. Это значит, что местный комфортный режим – это плюс-минус стандартный режим обычной пневмоподвески. Здесь все изначально смещено в сторону спорта. Но, как по мне, для пневматики это абсолютно нормально. Так что если вам нужна максимальная плавность хода, разумеется, важно выбрать именно пневмоподвеску. Причем можно остановиться на ее стандартном, неспортивном исполнении. Но что еще важнее, не гнаться за самым большим диаметром дисков, чтобы сама шина обеспечивала больше демпфирования. Вот два фактора, которыми вы действительно можете гибко управлять. Одна из вещей, которую инженеры реализовали при модернизации, это перепрошивка и доработка системы полного привода. Они сделали так, чтобы преимущества улучшенной динамики проявлялись не только в момент нажатия на газ, но и когда вы просто вкатываетесь в поворот. И теперь происходит следующее. Автомобиль ощущается чуть более драйверским, когда вы отпускаете акселератор. Заходите на дугу по инерции, проходите апекс и затем снова ускоряетесь на выходе. На выходе нам, конечно, помогает то, что на задние колеса всегда подается чуть больше тяги. Но именно в моменты безактивного ускорения машина сейчас слушается руля интереснее, чем до обновления. И должен сказать, что пока вы не окажетесь на узких улочках немецких городков, автомобиль не кажется мне слишком тяжелым или громоздким. Руль очень легкий. На мой вкус, пожалуй, даже чересчур легкий. Поэтому лично я бы переключился в индивидуальный режим и настроил его под себя. Например, оставил бы все в комфорте, ту же подвеску, а вот рулевое управление перевел бы в режим Dynamic. Да, спасибо. Или я мой реальный нецифровой ассистент. Вот так. Со спортивными настройками руля гораздо лучше. Он все еще не стал по-настоящему тугим, но в динамическом режиме обратная связь определенно четче. Ой, а что это там на дороге? Похоже на кусок обшивки, отвалившийся от какой-то машины. Само рулевое управление не имеет провалов или пустоты в около нулевой зоне, так что даже малейшие команды водителя точно передаются на колеса. И помните, что здесь установлены двойные акустические стекла, даже если по ним постучать вот так. Ток-ток, есть кто дома? Сразу чувствуется монолитность. В салоне сохраняется абсолютная тишина во всех режимах. О, беспроводная зарядка только что подала сигнал, что телефон на связи. И хотя мы не можем сегодня разогнаться под 200 км в час, должен сказать, что здесь невероятно тихо и максимально комфортно. Но вот чего мне действительно не хватает, так это эффективной вентиляции сидений. На улице сегодня жуткая жара, и как мы уже замечали, на примере той же RS5 вентиляция кресел у Audi откровенно слабая. Даже если выкрутить ее на максимальный третий уровень, поток воздуха сквозь перфорацию едва пробивается. Нам встречался целый ряд других производителей,
у которых вентиляция работает в разы мощнее, так что эту функцию немцам определенно нужно дорабатывать. Зато базовая эргономика самих кресел на высоте. Да и в целом посадка в автомобиле отличная. Я по-прежнему остаюсь фанатом этой платформы и всех родственных ей моделей. За рулем устраиваешься очень правильно. К тому же салон настолько качественно изолирован от внешнего мира, что здесь можно по-настоящему расслабиться и никуда не спешить. Давайте вернемся в режим комфорт и оценим работу подвески, в том числе на пологих волнах асфальта. Философия Audi всегда заключается в поиске идеального баланса, чтобы шасси не было избыточно зажатым, но и не допускало расхлябанности или раскачки кузова. И надо признать, они обычно находят эту золотую середину. Настройками подвески у Audi я всегда остаюсь доволен. Даже на их заряженных моделях. Инженеры всегда подчеркивают, что хотят сохранить высокий уровень комфорта даже в спортивных версиях. И для повседневной езды это абсолютно правильное решение. Если только вы намеренно не ищете чего-то экстремально жесткого и бескомпромиссного. Вот, например, проехал BMW iX. В Audi у вас не будет этого ощущения парения или отрешенности от дороги, которое дает, к примеру, Mercedes-Benz GLE. Там пневмоподвеска изначально откалибрована на куда более мягкий лад. Здесь же в Q7 мы снова видим тот самый выверенный баланс. Совсем скоро мы еще раз сопоставим его с BMW X5, и тогда я подробно поделюсь своими выводами о том, в чем именно заключаются ключевые различия между этими двумя автомобилями. Давайте попробуем намеренно пустить машину в раскачку и посмотреть, что произойдет. Какое же красивое Альпийское озеро тянется рядом с нами. Всегда поражало, как из-за всех этих донных отложений, минералов и горных пород, вода приобретает такой зеленоватый оттенок. Это действительно очень красиво. Так вот, даже если сейчас намеренно попытаюсь, по ногам Лии заметно, какие здесь перегрузки. Но даже в такой ситуации управляемость остается очень точной и собранной. Этот автомобиль всегда ведет себя крайне непоколебимо. Мне это нравится. Потрясающее ощущение от вождения, причем машина действительно дарит удовольствие за рулем. А ведь этого еще нужно умудриться достичь. Сделать так, чтобы огромный кроссовер было приятно водить. И если вы спросите меня, в чем же отличие от дорестайлинговой версии Q7, то я чувствую, что добавилось драйверского характера. Кроссовер ощущается более компактным, чем раньше. Прежде, надо признать, ты отчетливо понимал, что это куда более крупная машина, чем тот же X5 или GLE. Но здесь инженерам удалось слегка скрасить его габариты. Конечно, огромную роль играет и то, что данный автомобиль оснащен подруливающей задней осью, которая делает маневрирование невероятно легким. Это очень помогает, ведь полноуправляемое шасси по сути имитирует укороченную колесную базу. И вы физически это ощущаете, особенно при параллельной парковке или выезде со двора. Мега полезная вещь. Обзорность назад, пожалуй, она стала чуть хуже, чем раньше. Но тут важно следить за тем, чтобы подголовники третьего ряда были полностью опущены, тогда все в порядке. Зато вокруг вас огромный простор, в том числе над головой. В этой машине действительно кайфуешь в дальних поездках. Чувствуется простор по бокам. И еще один плюс. Центральный тоннель имеет мягкую обивку по бокам. Это здорово выручает, когда вы упираетесь в него правым коленом при активном рулении. Да, мы можем спорить по поводу новой архитектуры кокпита с широкими черными рамками дисплеев. Пожалуй, прежний вариант мне казался более эстетичным. Но с другой стороны, там тоже хватало маркового глянца. Зато теперь для заказа доступна измененная центральная консоль, которую можно украсить тем самым матовым деревом. Лия, похоже, чувствует себя расслабленно. Вполне. Ну, то есть, только в поворотах машины кажется тяжеловатой. Ну окей. Да, это интересный момент. Мне как водителю кажется, что машина не такая уж и тяжелая, но мы к тому же только что спускались со склона. И, конечно, ощущение за рулем порой сильно отличается от того, что ты испытываешь на пассажирском кресле. Особенно, когда управляешь таким массивным автомобилем. Лишь единицы моделей на рынке способны по-настоящему маскировать свой вес для всех в салоне. Но сама платформа, как я уже говорил, доказала свою эффективность за последние десятилетия. И да, инженеры, разумеется, продолжали развивать этот автомобиль. Он преподносится как новое поколение, хотя, само собой, многие наработки перекочевали сюда от предшественников. И, например, что мне также показалось любопытным для RS Q8, ну то есть для Q8 прошлого поколения, ведь совершенно нового поколения Q8 пока еще нет, и я даже не уверен, появится ли оно вообще. Так что на данный момент они продолжают продавать текущую версию Q8. И вот RS. Это у нас гоночная бабуля. Так вот, на RS Q8 было весело гонять даже по гоночному треку. Только вдумайтесь, огромный кроссовер, который дарит кайф на треке. Это огромная редкость.
И в такие моменты ты действительно чувствуешь это инженерное наследие. Не то чтобы у этого конкретного Q7 были гоночные гены или что-то в этом духе, но сама платформа здесь потрясающая. К тому же, здесь до сих пор используется классический постоянный полный привод Quattro, а не система Quattro Ultra. Так что тяга тут распределяется с акцентом на заднюю ось. Это, к примеру, гораздо лучше для буксировки прицепов. Классический гидротрансформаторный автомат работает очень плавно. Моменты переключения передач практически не ощущаются. Даже когда мы только что резко ускорялись, коробка передач сделала все максимально мягко и интеллигентно. Так что да, с точки зрения ездовых качеств, этот автомобиль отвечает абсолютно всем требованиям, которые только можно предъявить к большому кроссоверу. Да, пожалуй, если не брать в расчет эти новые подрулевые лепестки поворотников, к которым нужно привыкать, и которые вряд ли можно назвать прогрессом, в движении здесь едва ли найдется хоть что-то, что могло бы вас раздражать. Один момент. В последнее время мы сталкивались с кучей проблем на свежих моделях Audi, особенно в сегменте чуть ниже, например на новых A5, а также... Так, нам сюда, верно? Да. На A5 и Q6, к примеру. Это касается как электрических платформ, так и версий с двигателями внутреннего сгорания, включая новую A6. Как я уже говорил, технически они теперь разделились. Новые легковушки ушли в свою степь, а Q7 и будущий Q9 образуют свою обособленную линейку. Так вот, система удержания в полосе на этих машинах часто вела себя крайне навязчиво и раздражающе. И к счастью, судя по нашим сегодняшним наблюдениям, здесь она пока ни разу не вмешалась грубо или неадекватно. Разумеется, по ходу теста я буду держать вас в курсе, если замечу что-то подобное. Но пока это очень хороший знак. Что касается беспроводной зарядки. Похоже, когда батарея телефона заполняется на 100%, электроника начинает чудить. Телефон разряжается на 0,5%, зарядка снова включается, затем опять отключается. Судя по всему, именно это сейчас происходит. Далее. Вы можете запрограммировать настраиваемую кнопку «Избранное» на быстрое отключение этого европейского предупреждения о превышении скорости. Предупреждение скорости тоже неплохо звучит. Закон об обязательном пищании при превышении скорости. Да уж, иногда я выдаю забавные словечки. Кроме того, у нас есть альтернативный вариант. Можно просто смахнуть шторку меню вниз и, например, если вас допечет, ну скажем, та же система удержания в полосе, ее можно деактивировать прямо здесь, в быстром доступе. Вы действительно хотите выключить систему? Да, электроника требует повторного подтверждения. Но давайте пока оставим ее включенной. Совсем скоро я запишу блог на немецком языке для наших немецкоязычных подписчиков. Это как раз даст мне больше времени за рулем и позволит подольше протестировать экраны, чтобы посмотреть, вылезет ли еще что-нибудь. Но пока все работает штатно, и это не может не радовать. И хотя мы еще не выехали на автобан, мы уже можем активировать адаптивный круиз-контроль вместе с системой активного подруливания и остальными ассистентами. Давайте проверим, как машина держит полосу на этом участке. Да, отлично. Система распознавания дорожных знаков тоже отрабатывает как надо. Смотрите, впереди зона дорожных работ, и автомобиль самостоятельно снизил скорость. Сейчас я снова нажимаю на газ, чтобы процесс пошел чуть быстрее, вот так. Да и сам двигатель работает на удивление тихо. Его дизельную натуру можно уловить разве что на холостых оборотах, когда машина неподвижна. Но стоит тронуться, как мотор начинает звучать очень благородно и плавно. И, как я уже отмечал, автоматическая коробка передач здесь. В общем, тут полно узлов, которые отлично знакомы вам по дорестайлинговой машине. А поскольку этими фундаментальными вещами владельцы всегда были полностью довольны, у инженеров не было никакой острой необходимости что-то кардинально менять в этой технической части. Что, в общем-то, вполне справедливо. И что касается нашего сегодняшнего расхода топлива, мы проехали по загородным дорогам Австрии, затем потолкались в городском трафике, плелись за тракторами и все в таком духе. В общем, получился стандартный смешанный цикл. В итоге мы вышли на показатель примерно 7,4 литра на 100 км. В переводе на другие величины это чуть больше 30 миль на галлон для США и почти 40 миль на галлон для Великобритании. Теперь о ценах. На европейском и в частности немецком рынке базовая стоимость стартует с отметки в 88 тысяч евро. Но наш тестовый автомобиль в максимальной комплектации с этим 300-сильным дизелем, продвинутой пневмоподвеской, подруливающей задней осью, огромными колесами и панорамной крышей тянет уже на 125 тысяч евро. Сумма, которая определенно бьет по карману. С другой стороны, ценник вполне сопоставим с конкурентами. У них точно такая же ценовая политика. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об обновленном Audi Q7. Самое время детальнее взглянуть на его главных соперников.